давайте я еще раз по поводу вушу вот скажу, да. Ребят, еще раз. Смотрите, когда какие-то клубы о себе заявляют, что этот клуб, который практикует вушу, я еще раз просто напомню, либо это оздоровительные практики, такие как тайди, багуа, там, я не знаю, и так далее, да? Либо это вушу саньда, но вушу саньда чаще всего так и обозначается, как вушу саньда. Либо это вушу таолу, то есть гимнастика, акробатика и так далее. И именно поэтому в сознании большинства людей, не только русскоговорящих, а вообще, вушу ассоциируется именно с гимнастическими или хотя бы там спортивными какими-то вещами. Поэтому я вас прошу уйти от этого термина. Кстати, в Китае, на родине, как говорится, этого направления, вушу, во-первых, термин такой появился довольно поздно, ему очень мало лет, так же, как и термину цигун. Помните, я говорил, нет понятия цигун, есть понятие нейгун. И это другое понятие, это не то, что сейчас складывается, не то, что говорят те, кто сейчас якобы преподают там цигун. То же самое с понятием вушу. Ребята, когда вы слышите вушу, имейте в виду, что, скорее всего, это поделка Китайской академии вушу и тех, кто за этой поделкой следует. Да? Вот. Вообще, рукопашные практики в Китае, как правило, преимущественно все-таки называются тюаньфа. И вот это вот то, что мы видим там тюань, если правильно тюань, да, вот это окончание, которое у нас переводится как кулак, как-то так вот, я не знаю. Это окончание как раз означает, что это рукопашное боевое направление. Байхэ тюань, танлан пай или танлан тюань, там я не знаю, что там, еще там что-то и так далее. Тайди тюань в данном случае не является правильным примером, потому что, как я уже сказал, это не имеет непосредственного отношения к боевым практикам. Да? Поэтому, когда мы говорим, пожалуйста, о традиционных китайских боевых искусствах, давайте не будем своим сознанием вот скользить по этому термину ушу. Это не совсем правильный, не совсем подходящий термин. Вообще ушу это чаще всего по-настоящему это использование оружия. Вот. И только немного каких-то тюаньфа, вот этих вот рукопашных практик. Вот. Поэтому мы с вами все равно говорим не о ушу. И давайте тогда мы будем, либо хотите, называйте вот так вот тюаньфа, там на ломаном китайском, либо давайте мы просто будем называть это китайские боевые искусства. КБИ, там, например, или ТКБИ, там, традиционные китайские боевые искусства. Да? Так будет и проще, и всем понятнее. Мы здесь не ушуисты, ребят. Это вот самый важный момент, о котором, наверное, стоило бы сказать. Да?